Значит, ровно 20 лет назад, в 2004 году, ко мне приехал гость из Москвы. Мы с ним познакомились в интернете. И мы с ним поехали в Самарканд. А в Самарканде я не знал никого. Ну, попросил там одного знакомого, есть там кто-нибудь? И он сказал, у тебя нормально встретятся, все будет хорошо. Езжай спокойно, славный город Самарканд. В Самарканде нас спросили, что вы хотите. Ну, мы хотим город посмотреть, пожалуйста, вот замечательный экскурсовод. Хотим отдохнуть немножко и хотим плов покушать. Причем мы это сказали вечером. А в Самарканде плов готовят до обеда, до полудня, до 12 часов дня. Я налил в казан ровно пол-литра отличного масла. Это оливковое масло. Скажете, плов не готовят на оливковом масле? У кого нет, не готовят. А у кого было, еще в старые времена готовили плов на оливковом масле. Если хочешь, чтобы плов имел такой узбекский запах, начинать надо с лука. Можно с нарезанного лука, а можно с вот такого. Посмотрите, значит, что я сделал. Я просто сделал надрезки над луком для того, чтобы из него немного сахарного сиропа, можно сказать, вышло. Пол-литра хорошо раскаленного масла и надрезанная луковица. На Востоке желание гостя – это закон. И поэтому в 6 часов вечера в небольшом таком дворике, примерно как вот эта площадка, поставили большой казан. Пришел такой, там было много молодых ребят, и среди них был такой крепкий такой старший человек. Развели огонь, и он взял говядину. Я удивился, как это так, говядину? А оказывается, в Самарканде плов готовят именно из говядины. Я ему говорю, давай я тебе мясо порежу, помогу немножко. Он говорит, не надо резать мясо. Мясо надо жарить крупными кусками. Итак, говядина, да еще и нижняя часть ноги, прям вот та, что над коленом. Признаться честно, я не помню, обжаривал ли Алишер лук вот так, как я сейчас. Но вот теперь, спустя 20 лет, после того, как я о плове узнал немножко больше, чем знал тогда, я могу посоветовать ему и каждому. Обжаривайте лук до мяса, вот при такой высокой температуре, почти что до черноты, потому что именно это создает половину аромата узбекского плова. Любого. Что ферганского, что самаркандского, не знаю, там, ташкентского, какого угодно. Половина запаха уже есть, и она есть именно в масле. В масле, которое разогрето до 230 градусов. Видите, вот масло начинает едва-едва дымиться. Опускаем вместе мясо и 300-400 грамм лука. Этого достаточно. Вот эту кость я оставлю на потом. Сейчас ее опускать сюда, в казан, не надо. Значит, сейчас казан пытается нагреть все вот это, что находится внутри него, до 230 градусов, но у него ничего не получается. Потому что и лук, и мясо содержат влагу. Эта влага активно испаряется. Вот пар идет. На испарение уходит очень много тепловой энергии. Подождем, пока и мясо, и лук зарумянится. Вот сейчас, пока и лук, и мясо еще выделяют соки, то есть есть влага, мясо стоило бы посолить. Я беру практически 2 неполные столовые ложки соли. Не беспокойтесь, все будет нормально. А еще, чуть больше, чем пол-столовой ложки черного перца. Ох, и вкусно же получится. Давайте поговорим про рис. Сегодня я беру рис, которого очень редко готовлю. Не помню, когда я готовил последний раз такого риса. Этот рис называется аланга. Посмотрите, какой он крупный, просто наполненный. Понимаете, это когда-то считалось не очень дорогим рисом, когда-то самым дорогим рисом считалась дерзира,
А вот Аланга, ну, стоял как-то в тени Дезиры, и тем более Лазарь. Тем не менее, это очень вкусный рис, только с ним надо научиться обращаться. Как и с любым рисом, сначала рис надо крепко посолить. Я беру вот 3 полные ложки соли, здесь 2 килограмма риса ровно. И заливаю его водой 70 градусов. Меня вечно спрашивают, а как нам, у нас нет термометра, мы простые люди, ты для Рублевки, как нам измерить 70 градусов или нет? Ну ё-моё, ребят, 2 литра воды вот налил сюда, есть у вас литровая банка, чтобы отмерить 2 литра воды? Да? Вскипятил ее, довел до кипения и добавил 1 литр холодной из крана. Ну какая температура будет средняя? Ну посчитать же можно. Примерно 60-70 градусов, вот то и хорошо. Не надо заливать кипятком ни в коем случае, потому что иначе крахмал внутри сразу превратится в клейстер. А сначала крахмал должен разбухнуть. Так все готовят грамотные повара. Это не узбекские правила, это правила приготовления еды вообще. Так в Китае тоже готовят. Сначала они крахмал замачивают, у них стоит замоченный крахмал, и потом этот замоченный крахмал они опускают куда-нибудь там, и у них все получается хорошо. Посмотрите, первый лук, ну я буквально сжег, да? Напоминаю вам, какой цвет у него был. Вот он, почти что черный. А этот лук у меня золотисто-красный. Прекрасный, прекрасный лук. И сейчас я сюда хочу опустить морковку. Каждый раз, когда я готовлю плов, мне есть же умные ребята, которые знают, как готовить плов. Да? Они где-то что-то там видели. Они говорят, надо желтую, надо желтую. Не определите вы на вкус. Я морковь разделил на 2 части. Значит, одна часть вот такая крупно порезанная, а другая часть тонко порезанная. Зачем? Да хочу вот провести опыт, как это будет. Я вот уверен, что это крупно порезанная морковь вот такими прямо шматами, кусками будет очень вкусна в плове. Попробуйте. Я уже пробовал 1 раз, но сейчас я эту морковь крупно порезанную могу жарить столько, сколько мне это хочется, для того, чтобы придать маслу вторую часть аромата плова. Если вы думали, что аромат плова зависит от мяса, не знаю, там еще от чего, нет, аромат плова зависит от вкуса и запаха самого масла и от вкуса и запаха, который ему придают обжаренные в масле продукты, такие как лук, такие как морковь, может быть немного специй. Потому что зиру мы тоже будем добавлять таким образом, чтобы она соприкасалась именно с маслом. С маслом и с водой одновременно. Самый лучший способ раскрыть вкус зиры. Послушайте, что еще. У меня есть кусок курдюка. 250 граммов. 250 граммов курдюка. Значит, видите, вот хороший курдюк, я его оставляю на потом. Не сейчас. Потом. Время есть. Торопиться не надо. Надо вкусно кушать и веселиться. Обратите внимание, я вот опустил морковь и все. Вот у меня ничего не пригорает. Ни мясо, ни лук. Понимаете? Хотя лук я опустил вместе с крупными кусками мяса. Запоминайте вообще это правило такое общее, чтобы вот не вдаваться уже сильно там в подробности. Значит, если вы готовите плов, в котором куски мяса идут крупные, вот такие, по полкило, надо лук после мяса, либо вместе с мясом, если уверены в себе. А если куски мяса мелкие, то лук лучше пожарить с самого начала. На эту тему я проводил опыт. Посмотрите, значит, есть шикарный плейлист на моем канале, который называется «Теория плова». Плов, кулинарные исследования. Посмотрите, пожалуйста, этот плейлист, и вы очень многое поймете. Там именно об этом есть. Как влияют эти разные способы. Немногие пишут, а можно и так, и так. Да, можно. А к каким результатам это приведет? Вы знаете? Вот я знаю. И хочу вас научить, что все-таки, если мелкие куски мяса, то лук сначала. Если крупные куски мяса, то лук можно и потом. И это дает хорошие результаты в обоих случаях. И в Ташкенте, в Самарканде, значит, вот так поступают. А в Фергане мясо жарят мелкими кусками. Обязательно мелкими кусками. И еще,
Я буквально на днях раскрывал вам шикарный секрет о том, что вот когда мы пожарили мясо до лука, здесь еще и морковь добавили, такого я не делал раньше. Хорошо бы убавить огонь и накрыть казан крышкой на полчаса. Вот убавил, еще убавил. У меня казан электрический, ручки повернул, и все как надо. И накрываем крышкой. Пожарили мясо с луком, накройте казан крышкой на полчаса. Вы увидите, как мясо и лук раскроют свои вкусы. Прошло полчаса, и пахнет из казана невероятно вкусно. И обратите внимание, я ведь воду сюда никакую не наливал. Это мясо пустил сок. И где горелый лук? Я хочу спросить, где? Посмотрите. Посмотрите внимательно. Это идеально, очень правильно пожаренный лук, который сейчас постепенно превращается в соус. И вот сейчас, еще раз говорю, пахнет невероятно. И для того, чтобы улучшить этот запах, для того, чтобы еще ароматизировать масло, мы опускаем сюда целые головки чеснока, именно целые. Прямо вот сюда, прямо в масло, прямо в этот сок. Сюда же я опускаю перец. Да, пускай запах от перца. Не острота от перца, а только запах, потому что перец целенький есть. Сюда же я опускаю вот этот огромный масол. Сюда же я опускаю вот этот огромный масол. Раздвинуть только место надо подготовить для него. Он придаст еще лучше запах и еще вкуснее получится плов. И вот этот кусок курдюка. Посмотрите, 250 грамм курдюка. Необходимо как-то более-менее выровнять все то, что у нас здесь находится. И вот теперь, когда все достаточно ровным слоем уложено, укладываем обычно порезанную морковь. Крупно резать морковь я научился у марокканцев. Они так делают, когда готовят свой кускус. Кускус чем-то похож на плов, напоминает мне. И там эта морковь получается сказочно вкусной. Ее потом ешь просто как какой-то отдельный продукт. Ровненьким слоем, аккуратно постарайтесь распределить морковь, потому что морковь, вот эта тонко порезанная, должна отделить рис от мяса. Мясо с рисом соприкасаться не должно, потому что рис высосет весь сок из мяса. Мясо получится невкусным. Вот это... Этому вас никто не научит, если только не я. Но теперь эта морковь тоже начнет выделять немного сока. Тем не менее, там вот тот соус, который образовался внутри, он уже достаточно густой. И того гляди, этот соус начнет пригорать. С другой стороны, мне надо, чтобы масло соприкоснулось вот с этой морковью. Для этого я наливаю сюда в казан немного воды. Для чего? Сейчас вот это вот, ну там зирвак, не зирвак, вот этот вот соус, да, очень густой. Во-первых, станет чуть пожиже, он никогда не пригорит, мясо будет тушиться, мясо больше не будет терять свой сок, потому что оно уже находится во влажной среде. Жир, масло поднимется и в конце концов напитается вкусом и ароматом от моркови. Я налил сейчас сюда примерно пол-литра масла и еще раз закрываю казан, ну, минут на 30, для того, чтобы вот эта морковь верхняя приготовилась и стала мягкой. Значит, после замачивания, именно после замачивания, когда крахмал, содержащийся внутри рисового зерна, уже полностью напитался водой, и я промыл рис, причем промывал его очень горячей водой. Для чего? Для того, чтобы проскочить температуру клейстеризации. Рис после замачивания стал весить 2 килограмма 750 граммов. Понимаете? Был 2 килограмма. Я знаю, что этот рис по готовности будет весить 4 килограмма, может быть 4 килограмма 200. Значит, этот рис готов впитать в себя примерно
около 1,5 литра воды, может быть чуть-чуть поменьше. Часть воды он впитает вот отсюда из казана. Видите, здесь еще есть вода. И морковка отдаст свою воду. Но часть воды нам придется налить на рис. Я полагаю, что для этого достаточно 1 литра 200 миллилитров. То есть вот так вот, полный ковшик. Рис необходимо будет посолить. И для того, чтобы соль равномерно распределилась на рисе, я показываю вам способ. Смотрите, 2 килограмма риса, да, потребует 2 столовые ложки соли. Иначе плов будет невкусный. Рис должен быть соленый, и мясо должно быть соленое. Все остальное не важно. И вот эту соль я размешиваю. И еще хочу обратить ваше внимание. Все готовилось слоями. Мясо нижний слой, потом слой моркови. И теперь слой риса. Несколько лет назад я показывал вот эту японскую сетку, предназначенную для отваривания риса. Она из какого-то синтетического материала, который, разумеется, ничем не пахнет. Разумеется, мне тогда написали, ну да, плов со вкусом тряпки. А теперь мне пишут, что в Самарканде практически все стали готовить плов, отделяя рисовый слой от слоя морковки именно марлей. Марля может напитаться какими-то вкусами, но можно же ее в конце концов и прокипятить. А вот эта сетка не напитывается никакими вкусами, поэтому сейчас я опускаю ее на слой моркови и поверх сетки пойдет весь рис. Это замечательный способ. Японцы не дураки. Японцы понимают, что когда варишь рис, очень важно его как можно практически одновременно вынуть, как только он становится готовым, как только приготовился. И здесь все очень просто. Поднял сетку, и весь рис у тебя в руках, а вода там осталась. Рис не переварится, даже если вы готовите вот, ну, по типу узбекского плова, да, и вы чувствуете, что воды налил слишком много. Ну и прекрасно, достал рис, убрал его в сторонку, там в тазик какой-то сложил обратно и выпарил всю эту воду. Либо есть способ еще вкуснее. Можно шумовкой отодвинуть мясо с морковкой и подсунуть туда тонкие куски, разрезать такие плоские тонкие куски обычной узбекской лепешки. И это тоже будет супер, очень хорошо. Теперь я прижимаю рис к моркови. Для чего? Объясню. Потому что сейчас из-под моркови, вот, начали давить на морковь, начнет подниматься вот тот соус зирвак, и начнет подниматься какая-то часть влаги. Но рис, тем не менее, уже можно поливать водой. Литр 200 он точно выпьет. Может быть, выпьет и больше, но лучше я буду добавлять потом, по мере необходимости. А сейчас пока достаточно для того, чтобы вот, ну, рис буквально поцеловался с водой. Все, не более того. Видите, вода даже и не покрывает весь рис. Вот ее сколько. Почему? Потому что с этой партией риса аланга я готовлю в первый раз. Я не знаю, как он себя поведет. Если ему будет мало воды, я всегда могу добавить. Но когда воды много, вот у меня есть сетка. А если у вас нет сетки, если вы решите, что вы крутые мастера и должны готовить именно без сетки. Кроме того, видите, сейчас на поверхность риса выступило масло. И это хорошо. Именно масло несет в себе весь аромат жареного мяса, жареного лука, жареной моркови, чесночка, перца. Температура в казане сейчас 115 градусов. Видите, все довольно быстро закипело. И даже внизу я могу ее убавить, там уже не нужна температура особо внизу. Вот по бокам отлично кипит. Можно накрыть крышкой, но это еще не окончательное закрытие плова, а вот просто мы прикрываем крышкой на какое-то время для того, чтобы рис как можно равномернее прогревался. Так вот, про Самарканд и гостеприимство самаркандцев. Это был 2004 год. И когда мы уже ели плов, и там уже у всех было хорошее настроение, мы стали разговаривать про плов, про кулинарию. В Средней Азии все любят покушать вкусно.
Я вспомнил про зефирное масло, которое до этого ел в 1992 году. Бухарские евреи уезжали в Израиль, и где-то они нашли, и на прощание, вот кушали, они прощались с Узбекистаном, кушая плов на зефирном масле и на рисе девзира. Они говорили, там в Израиле у нас этого не будет. Ошибались, конечно, теперь в Израиле чукуч есть. Я поел это плов на зефирном масле в 93 году. А потом я спрашивал об этом масле вот в этой компании, в Самарканде. И вдруг один парень воскликнул, я знаю, где делают такое масло. Было часов 11 вечера, мы поехали километров 30 от Самарканда, куда-то в Кишлак. Там разбудили дедушку, негодяи, понимаете, дураки молодые. Разбудили дедушку, сказали, нам нужно зефирное масло. Он говорит, света нет, маслобойка не работает, я бы вам сделал. На другой день, значит, этот парень снова съездил, там подключил ему свет и привез 2 бутылки зефирного масла. Я начал писать об этом зефирном масле в интернете. И, о чудо! В 2006 году, вот незадолго до того, как мне уехать сюда, в Москву, зефирное масло начало появляться на полках магазинов ташкентских. В супермаркет захожу, и там есть зефирное масло. Конечно, не такое, как было там, в Самарканде. Но есть и есть. Вот что значит волшебная рука рынка. С зефирным маслом плов имеет совершенно особый вкус. Именно на зефирном масле бедные люди готовили плов в старину, богатые люди готовили на курдюке, самые богатые готовили на оливковом масле, как мы сегодня с вами. Но у нас масло не менее вкусное, чем зефирное. Зефирное дает такой вот красный цвет и аромат редьки. Если вам это нравится, то вот как раз об этом речь идет. В целом, если все-таки вам попадется, везде, где продают специи узбекские, где продают узбекский рис на базарах, спросите у них, это зефирное масло. Это, в основном это смесь льняного масла и кунжутного. 75% льняного, 25% кунжутного. Некоторые добавляют еще масло абрикосовых косточек, еще что-то там. Но основа, база вот эта. Знаете, на казан, вот такой казан плова достаточно 4-5 ложек добавьте. И вы уже почувствуете этот вкус. Используйте его как специю. У меня кончилось сегодня. Я готовлю на чистом оливковом. Ну вот рис постоял немного. Я теперь слышу, как там все бурлит. И теперь рис следует перелопатить. Потому что нижняя часть, нижний слой риса еще соприкасается с водой. А верхний-то нет уже. И поэтому переворачиваем для того, чтобы рис приготовился равномерно. Видите, когда с сеткой, то очень легко все происходит. Вот взяли и перевернули. Пожалуйста. Сетка потом, разумеется, стирается. И рис растет. Очень красивый рис. Очень красивый. Я хочу попробовать его. Убавлю нагрев в казане. Рис хочет пить, ребята. Там внизу еще есть вода. И на этой воде эта вода будет испаряться. И куда денется эта вода? Вот рис ее и питает, эту воду. Но сейчас я хотел бы добавить еще немного воды. Вот такие моменты добавляйте. Птица гоняет кошку. Вон она сидит, вон она. Птица мяукает, дразнит кошку и гоняет ее. Это не кошка, это сойка-пересмешница так мяукает.
Такие моменты, когда вам хочется добавить воды, добавляйте воду очень осторожно. Знаете, буквально 50 грамм воды, 100 грамм воды вот на такой казан плова. Бах, и все пошло куда-то там в другую сторону. Не так, как хотелось бы. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны. Едят самаркандский плов тоже по-особому. Сначала надо попробовать рис, именно что попробовать. То есть повар даже берет немного риса, приносит. И если за столом сидят старики, то первым дают попробовать рис этим старикам. Если старики, попробовав рис, говорят, что да, рис сварился хорошо, тогда уже подают весь плов. Кушать начинают тоже, разумеется, именно с риса. И дальше уже вот рис и морковка. И дальше уже вот сочетают все, кто как хотят. Но есть, скажем так, в церемонии поедания самаркандского плова момент, который я понять никак не могу. Они после плова не пьют чай, они после плова пьют холодную воду. А я все-таки воспитан в Фергане, поэтому пью чай. За ваше здоровье, зеленый. Ну все. Хватит готовить. Посмотрим, что здесь у нас получилось. Какой рис. Посмотрите, какой рис. Роскошно напитался. Стал просто огромным. Я, честное слово, я прошу прощения у этого сорта риса Аланга. Потому что, на самом деле, это шикарный рис. Самаркандский плов как готовится слоями, так и подается тоже слоями. Значит... Посмотрите, ни одного комочка. Все просто роскошно. Ух. И он, кстати говоря, нормально промаслился. Многие упрекают, мол, в самаркандском плове рис получается довольно сухим. Ребята, это не так. Рис хороший. Рис промасленный. И посмотрите, что. Ну разве это неудобно? Я вот сейчас взял, поднял, и половина риса, еще половина риса, который, ну не знаю, может потом гости придут, может быть завтра придется подать. Вот он будет у меня здесь лежать и все. Сейчас его верну в казан. Морковочка, мясо, все отдельными слоями, все можно выключать нагрев. Видите, здесь потихонечку булькало. И здесь еще есть и влага, и вода, но это влага особая, которая сейчас только украсит этот рис. Ох. И очень хотелось бы добраться вот до той крупно нарезанной шматами морковка. Вот она-то будет. О. Курдюк. Помните тот кусок курдюка, что мы опускали сюда когда-то? Вот он сейчас понадобится. Я его сейчас тоненько-тоненько порежу и подам. Вот это уже для тех, кто понимает, да? Я знаю, что все любят выжарки, но вы попробуйте вот такой тушеный курдюк. Да, во-первых, он отдал плову запах, и плов теперь имеет не просто запах там приготовленного на масле, но плов вполне себе имеет приятный аромат курдючного жира. Мясо нарезают уже за столом. Вот эту вот доску с ножичком ставят прямо на стол, и тот, кто готовил плов, тот, значит, и нарезает мясо. Стручок перца. Ну и где там эта крупная морковка? Хоть несколько кусочков надо положить обязательно. Хочу ее попробовать. Рис обратно. Накрыли и пусть подождет следующих гостей. Все, дорогие мои. Вот это осталось только сфотографировать. Сфотографировать непременно, конечно, потому что это очень красиво.
и пожелать вам, как всегда, приятного аппетита.